Всем привет, меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео мы с вами свяжем вот такую вот шикарную торбу. Вяжется она очень просто и очень быстро, кстати. Первое, что нам понадобится, это дно. Дно 21 на 12 сантиметров, дно двухстороннее сейчас они делают. У меня, к сожалению, двухстороннего дна не было, поэтому я использовала из старых поставок два одинарных, соединила их вместе, и у меня получилось двухстороннее дно. Дальше это утяжка, здесь в принципе все стандартно. Еще ручка 45 сантиметров, вот она у меня, ручка на кнопках. Ручку можно использовать и подлиннее, можно сделать вязаную, здесь все зависит только от вашей фантазии. Еще раз повторюсь, 45 сантиметров. Шнур я использовала карамель 5 миллиметров, мне понадобилось 3 мотка, и вот такой вот у меня получился остаток от третьего мотка. Так что в принципе, если у вас где-то завалялись остатки, да, от каких-то других вязаных сумок, можете заказать пару мотков и использовать свои остатки. И по характеристикам этого шнура, здесь идет толщина нити 5 миллиметров, длина 75 метров и вес 200 грамм плюс-минус. Кому интересно, возможно, кто-то будет вязать из другого шнура. Дальше это цепочка. Вот она, цепочка у меня. Цепочка пластиковая, крупная, также продается на сайте Пряжа Центр в разделе фурнитуры, вы можете все это найти. Карабины. Кольца карабины, 2 кольца карабина 35 миллиметров нам нужны для того, чтобы одеть ручку и зацепить нашу цепочку. Плюс я использовала 2 вот таких вот карабина сердечки. Их на сайте Пряжа Центр, к сожалению, нет, там есть звездочки. Эти сердечки вы можете поискать на Wildberries или Озон. Они, в принципе, продаются везде. Что еще? 2 размера крючка. Это обязательно 6 для того, чтобы вязать основное полотно, то есть сам рисунок. И 4 для того, чтобы обвязать наше дно. Потому что 6 она не входит в эти дырочки, так что используем крючок меньшего размера, чтобы можно было обвязать дно. И потом уже, когда перейдем на вязание стенок, будем использовать крючок номер 6. Вяжется она, в принципе, очень быстро. При желании можно уложиться за полдня. Никаких сложностей здесь нет, потому что это тот же самый рюкзак, та же самая утяжка, только без клапана и немного короче по высоте. Вот и все. Если у вас возникнут проблемы с вязанием узора, с объяснением моим, да, то есть, возможно, я сейчас как-то по-другому объяснила. У меня на канале есть еще несколько видео по вязанию такого узора. Также у меня есть рюкзак, вязанный таким узором, поэтому здесь, в принципе, как я только что сказала, разницы никакой нет с рюкзаком. Можете посмотреть там шнур светлее, возможно, вам где-то что-то будет не видно, непонятно, поэтому ссылочки на эти мастер-классы я обязательно оставлю вам в описании. Ссылку на сайт, где вы можете приобрести всю эту фурнитуру, шнур и так далее, я оставлю вам в закрепленном комментарии, потому что, почему-то она в описании не открывается. Там же я оставлю промокод на скидку в 10%. На этом, наверное, все. И все, что хотела, все, что могла, сказала, поэтому давайте перейдем уже к вязанию. Итак, начнем с того, что я уже распределила свои донышки изнанкой к изнанке. И теперь, как всегда, оставляем небольшой хвостик для закрытия ряда. Его мы всегда с вами можем удлинить, поэтому, чтобы не мучиться, можно оставить небольшой. Находим центральную дырочку вот здесь вот сбоку. То есть начать, в принципе, можно с любой стороны. Я начну вот здесь вот с серединки. Крючок беру номер 4, чтобы он проще проходил в дырочке. Захватываю петельку, которую сформировала, хвостик убираю, он мне нужен только для закрытия ряда. Беру рабочую нить, вытягиваю петельку и провязываю первый столбик. Вот так. Далее у меня идет прибавка. Следующее отверстие мы провязываем с вами 2 столбика. Вытянули петлю на одном уровне с уже имеющейся петлей на крючке и провязываем первый столбик. И в это же отверстие мы вставляем крючок, вытягиваем и провязываем второй столбик. Вот как это у вас должно будет выглядеть. Далее в следующее отверстие вяжем 1 столбик. Вот так. В следующее отверстие мы снова вяжем прибавку. То есть 2 столбика в одну дырочку. Первый столбик. И сюда же мы вставляем крючок и вытягиваем второй столбик. Немножко это сложно сделать, так как шнур достаточно плотный. Далее вот в эти вот 2 следующих отверстия мы провязываем 2 столбика одинарных. Первый. И в следующее отверстие провязываем второй одинарный столбик. Вот как это у вас будет выглядеть. 1 столбик, прибавка, 1 столбик, прибавка, 2 столбика. И теперь мы делаем прибавку в следующее отверстие. Вяжем 2 столбика.
первый столбик и сюда же осторожно второй столбик. Вот так. Далее мы снова вяжем 2 столбика. В следующие 2 отверстия 2 одинарных столбика. Захватываем нить. Первый столбик, следующий, второй столбик. Вот как это у вас будет выглядеть. Здесь мы делаем последнюю прибавку на 4-ю часть нашего донышка. Первый столбик, и в эту же дырочку мы провязываем второй столбик. Вот так. Дальше у нас идет 3 одинарных столбика. Вот здесь, вот во втором, у нас начинается середина. Раз, два и 3. И теперь смотрим. Вот начиная с этого столбика и заканчивая вот этим вот центральным столбиком, вот это мы провязали 1/4 часть донышка. То есть вот здесь ровно пополам разделено все. Дальше мы провязываем точно так же, только отражаем в зеркальном порядке. Допустим, вот у нас центральный столбик. Один столбик с этой стороны, один с этой. Дальше идет прибавка, значит в это отверстие мы вяжем прибавку, правильно? Дальше идет 2 одинарных столбика, значит с этой стороны мы повторяем 2 одинарных столбика. Дальше идет прибавка, прибавка, 2 одинарных столбика, 2 одинарных, прибавка, прибавка, 1 столбик, прибавка и 1 столбик, прибавка и 1 столбик. Вот здесь вы должны закончить. Дальше снизу, вот с этой стороны, вы повторяете то же самое, то есть отражаете то, что провязали с этой стороны. Таким образом провязываем по кругу и встречаемся в конце ряда. Вот так будет выглядеть ваше донышко после того, как вы провяжете его до конца. Вот с этой стороны у меня осталась последняя прибавка. Еще такой момент, если вам будет сложно, чтобы не запутаться, вы можете отмечать провязанные уже столбики маркерами. Ну а теперь давайте продолжим. Смотрите, у меня здесь осталась последняя прибавка. Получается, видите, с этой стороны прибавка должна быть и с этой. Я провязываю первый столбик прибавки, сюда же вставляю крючок. Вытягиваю второй столбик, но не провязываю. Теперь рабочую нить я убираю, беру тот самый хвостик, который мы с вами оставили для закрытия ряда, и провязываю вот этот вот последний столбик хвостиком. Далее вытягиваю полностью нашу нить, наш хвостик. Дальше, смотрите, разворачиваем вязание, и вот она идет, рабочая нить снизу, и вот здесь сверху наш хвостик. Находим самый первый столбик ряда, вот он, видите, вот, и вот его вершина. С изнаночной стороны мы вставляем крючок под эту вершину самого первого столбика. Вот таким вот образом у вас это должно будет выглядеть. Захватываем хвостик и вытягиваем его на изнаночную сторону. Вот что у вас должно получиться. То есть вот такая вот незаконченная полупетелька. Далее находим последний столбик. Это тот, откуда выходит наш хвостик. Смотрите, у каждого столбика есть вот такие вот перемычки сзади. Мы заводим крючок под эту перемычку и в середину вершины, то есть туда, откуда вышел наш хвостик. Дальше захватываем нить и вытягиваем. И посмотрите, какая красота у нас получилась. У нас не видно ни начала, ни завершения ряда. Теперь с этой стороны, смотрите, такой момент. Ваш хвостик всегда должен оставаться на изнаночной стороне. Если у вас по окончании всех действий хвостик остался с лицевой стороны, значит вы что-то сделали неправильно, лучше перемотайте и пересмотрите еще раз. Еще один момент – это то, что каждый ряд закрывается абсолютно одинаково, то есть нету разницы ни между первым, ни между вторым, ни между третьим, ни между последним рядами, они все закрываются абсолютно одинаково. А теперь давайте начнем поднимать стенки нашей сумки. Итак, смотрите, хвостик убираем, он нам не нужен. Берем рабочую нить, вот она, торчит снизу. Находим тот последний столбик, откуда выходит наш хвостик, и заводим крючок в середину вершины и захватываем вот эту вот перемычку. То есть точно так же, как мы тянули хвостик, только мы вставляли крючок с этой стороны. Теперь мы вставляем крючок сверху вниз. Хвостик в сторону, захватываем рабочую нить и вытягиваем первый столбик. Вот так это у вас должно будет выглядеть. Провязали. Далее вот идет петля, которую мы с вами сформировали. Если мы ее потянем, она у нас, видите, распускается. Точно так же в середину этой петли мы вставляем крючок
и с изнаночной стороны мы захватываем перемычку. Дальше берем рабочую нить, захватываем и вытягиваем петельку. Это наш второй столбик ряда. Далее снова в середину вершины с изнаночной стороны захватываем перемычку, обязательно проверяйте. Вытягиваем петлю и провязываем следующий столбик. Таким образом мы провязываем по кругу полностью без изменений, без прибавок. Над каждым столбиком нашей обвязки мы провязываем столбик наших стенок. Провязали до конца ряда, у меня остался последний столбик. Что мы делаем? Точно так же рабочую нить мы убираем в сторону, берем наш хвостик, захватываем и провязываем вот этот последний столбик хвостиком. Вытянули. Вот что у вас должно получиться. Далее первый столбик и вот его вершина. Разворачиваем вязание и с изнаночной стороны мы вставляем крючок под вершину первого столбика. Захватываем нашу нить, наш хвостик и вытягиваем. Вот такая вот незаконченная полупетля у нас с вами получается. Последний столбик, вот его перемычка, заводим под перемычку и в серединку вершины. Вот таким вот образом. Откуда выходит наш хвостик. Захватываем нить и вытягиваем. Он у нас снова остался на изнаночной стороне. Вот так это выглядит с лицевой стороны. Дальше мы уже можем поменять крючок на размер побольше. То есть я буду вязать шестеркой. И начинаем вывязывать рисунок. Смотрите, находим последний столбик. Вот он, откуда у нас выходит наш хвостик. Хвостик не трогаем и вставляем крючок под вершину последнего столбика. Вот так. То есть, смотрите, грубо говоря, мы вставляем крючок между столбиками с этой и с этой стороны. Вот так. Захватываем нить и провязываем первый столбик ряда. Вот так он у нас будет выглядеть. Подтянем. И теперь смотрите, вот он последний столбик ряда, вот он наш первый столбик ряда над последним. Далее следующий столбик мы заводим крючок вот таким вот образом. То есть вот идет наша галочка, и вот за эту галочку мы заводим крючок. С обратной стороны, видите, его не видно. Вот он. Захватываем нить, вытягиваем петлю и провязываем столбик. Вот такая вот красивая шишечка у нас получилась. Далее идет следующий столбик, и вот его вершина. Заводим крючок под вершину, захватываем нить и провязываем обычный столбик. И таким образом мы с вами будем чередовать обычный столбик под вершину и вот такая вот шишечка за вот эту вот галочку, за центральный вот этот вот столбик. Видите, следующий столбик. Вот таким вот образом мы завели крючок, захватываем нить и провязываем. У нас появилась вот такая вот вторая шишечка. Далее отодвигаем, вот идет следующий столбик, его вершина, заводим крючок под вершину, захватываем нить и провязываем обычный столбик без накида. Далее следующий столбик и заводим крючок под вот эти вот две петли, под нашу галочку. Захватываем нить, вытягиваем петельку и провязываем шишечку. Вот так, у нас уже 3. Далее снова обычный столбик. И таким образом мы провязываем с вами по кругу без изменений, без прибавок, без всяких дополнительных каких-то действий. То есть чередуем обычный столбик, шишечка, обычный столбик, шишечка и так далее. Ну что, я подошла к концу ряда. У меня остался последний столбик, и это получается шишечка. Закрывать ряд мы будем на шишечке. Заводим крючок под галочку. Вытягиваем петлю и рабочую нить убираем. Смотрите, достаем наш хвостик и провязываем вот этот столбик хвостиком. Вот так. Вот она наша рабочая нить, вот он наш хвостик. Сформировалась шишечка, и теперь продолжаем делать то же самое. То есть с изнаночной стороны мы вставляем крючок под первую вершину ряда, захватываем нить и вытягиваем хвостик на изнаночную сторону. Вот так это у вас будет выглядеть. И с изнаночной стороны здесь есть точно такая же перемычка у каждой шишечки. Мы вставляем крючок под эту перемычку и в середину вершины, откуда у нас выходит хвостик. Захватываем хвостик и вытягиваем. Все, хвостик нам больше не нужен.
И вот такой вот первый ряд рисунка у нас с вами получился. Вот такая вот красота. Далее второй ряд рисунка вяжется очень просто. Мы точно так же чередуем обычные столбики и шишечки. Только теперь над шишечкой у нас будет обычный столбик, а над обычным будет шишечка. То есть мы закончили с вами вот на вот этом вот столбике. Последняя шишечка. Мы вставляем крючок под вершину этой шишечки, захватываем петлю, вытягиваем и провязываем обычный одинарный столбик. Можно подтянуть. И вот идет у нас между шишечками предыдущего ряда одинарный столбик. И точно так же за вот эти вот петельки нашей галочки мы захватываем нить и провязываем столбик. Вот таким вот образом. Далее над шишечкой предыдущего ряда мы провязываем одинарный столбик. И между шишечками у нас есть вот эта вот галочка. Мы заводим крючок точно так же, как и все предыдущие. Захватываем нить, вытягиваем и провязываем шишечку. Вот что у нас получилось. Таким образом у нас идут чередования. И наши шишечки остаются в шахматном порядке. Далее снова обычный столбик. И над обычным мы провязываем шишечку. Таким образом мы довязываем до конца ряда, закрываем ряд хвостиком, переходим на вязание третьего ряда. Там тоже никаких изменений, сейчас покажу. Ну что, я довязала до конца ряда. У меня опять конец ряда на шишечке. То есть начинаем мы всегда с обычного столбика и заканчиваем ряд, каждый ряд шишечкой. Завожу крючок, вытягиваю петлю. И теперь вот этот хвостик убираю и провязываю последний столбик ряда хвостиком. Извиняюсь, рабочую нить. Дальше повторяем те же движения. С изнаночной стороны вставляем под вершину между первой шишечкой и столбиком. Захватываем нить, вытягиваем ее на изнаночную сторону. Дальше под перемычку последнего столбика и в середину вершины. Захватили и вытянули. Подтянули, поправили. И вот такое вот красивое завершение ряда. И вот так это выглядит с изнаночной стороны. Переходим к вязанию третьего ряда. Находим последний наш столбик. Вот она, эта шишечка. Под вершину этой шишечки вставляем крючок. Вытягиваем обычный столбик без накида. И вот он идет, следующий столбик без накида предыдущего ряда. Получается первый столбик предыдущего ряда. Вот таким вот образом заводим крючок, захватываем нить и формируем шишечку. Далее над шишечкой предыдущего ряда вяжем обычный столбик без накида. Вот так выглядит наш рисунок. Вот такой вот шахматный порядок. Таким образом вяжутся все наши ряды. То есть абсолютно одинаково, ничего не меняется. По количеству рядов вяжите на ту высоту, которую вы хотите. То есть у всех разные вариации, да, то есть от настроения кто-то вяжет больше рядов, кто-то меньше, кто-то хочет повыше сумку, кто-то покороче. У меня, допустим, всегда тоже они разные. Я иногда делаю короткие торбы, иногда делаю длинные, то есть высокие. Поэтому здесь не обязательно повторять точное количество рядов, как и у меня. Вы вяжете на ту высоту, которая вам больше понравится. Но не забываем про то, что у нас еще будет утяжка, и после утяжки будет примерно 2-3 ряда. Поэтому сейчас вяжем на ту высоту, которая вам понравится. Я все это сделаю за кадром. Если вам что-то где-то непонятно, можете перемотать видео назад. Также у меня есть на канале много видеоуроков по вязанию такого же рисунка с разного вида материалов. То есть трикотажная пряжа, шнур и так далее. Если вам что-то где-то будет непонятно по рисунку, по узору, по закрытию ряда, вы можете всегда перейти на канал, посмотреть какие-то другие видео. Возможно, вам цвет немного мешает, да, темный. Возможно, вам будет лучше видно на светлом цвете, поэтому без проблем задавайте вопросы, пишите комментарии, я всем отвечу, всем помогу. Ну что, я довязала свою высоту, у меня получилось 20 рядов, и вот здесь уже разметила места, где у меня будут дырочки для утяжек. Как мы это делаем? Смотрите, складываем нашу сумку вот таким вот образом пополам, находим серединку. У меня здесь по кругу получилось ровно 60 столбиков, поэтому вот здесь маркером я отметила 1 и 30. С этой стороны то же самое, я закрепила маркером 2 петли, 1 столбик и 30 получается. С каждой стороны у меня осталось по 30 столбиков. Дальше я точно так же нашла центр вот с этой стороны. То есть это спинка, это перед. Или наоборот, как вам удобнее. С этой стороны у меня также маркер стоит в 2 петлях. Получается 15 столбик вот он с этой стороны и 15 столбик с этой стороны. То же самое повторила и с этой.
Вот эти вот маркеры, да, центральные, они нам, в принципе, для вязания не нужны. Мы их устанавливаем для расчета, чтобы распределить ровненько наши дырочки. Смотрите, как я это сделала. Вот, допустим, у меня вот с этой стороны будет спинка. На спинке я всегда делаю на 2 петли больше расстояния. И получается, вот они у меня 15 столбики. Я считаю от этого же столбика 1, 2, 3, 4 и в 5 вставила маркер. С этой стороны то же самое. Считаю с 15, вот он. 1, 2, 3, 4 и в 5 вставляю маркер. Здесь у меня уже маркер стоит в 4 столбике. 1, 2, 3, 4. С этой стороны тоже ничего сложного. Получается 1, 2 и в 3 я вставила маркер с этой стороны. 1, 2 и в 3 я вставила маркер с этой стороны. То же самое повторила напротив. Теперь вот эти вот маркеры центральные можно убрать, чтобы не запутаться, потому что можно там случайно провязать дырочку, особенно если вы в первый раз. И вот я подошла к тому месту, где у меня отмечена петля маркером. Здесь у меня, по идее, должен быть обычный столбик, да? Я его пропускаю, делаю воздушную петлю и продолжаю вязать уже в следующий столбик. То есть эту петлю, где у нас стоит маркер, мы пропускаем, и в следующем столбике у нас по рисунку идет шишечка. 1 и 2. Вот такая вот дырочка у нас получилась. Далее продолжаем вязать по рисунку до следующего маркера. И точно так же, смотрите, если у вас маркер стоит на месте, где должен быть столбик, вы просто пропускаете столбик и вяжете по рисунку. Если у вас маркер стоит, где вы должны провязать шишечку, то без проблем вы пропускаете эту шишечку и вяжете вот такие вот столбики, да, галочки. Продолжаем вязать так по кругу до конца ряда и дальше поднимаемся вверх и продолжаем вязать рисунок. Еще пару рядов. Смотрите, довязала я ряд до конца, и последняя дырочка у меня осталась на последнем столбике. Что я делаю? Я убираю рабочую нить после провязанного мной последнего столбика, предпоследнего, да, получается. Беру хвостик и делаю воздушную петлю хвостиком. Вот так. Дальше я этот хвостик вытаскиваю. И закрываю ряд точно так же, как мы делали все до этого. То есть вот здесь вот, смотрите, с обратной стороны, так, сейчас я сделаю посветлее, вот здесь у нас нет перемычки от столбика, это просто воздушная петля, поэтому мы вставляем крючок просто в эту петлю, снизу вверх, точно так же, без перемычки, и вытягиваем наш хвостик на изнаночную сторону. И вот что у нас получается. Обратите внимание, здесь у нас все точно так же. Красивое, аккуратное завершение ряда, плюс отверстие для нашей утяжки, и можем продолжать вязать. Если мы начинали с последнего столбика, здесь у нас идет шишечка, мы можем отступить на шаг назад и начать с предпоследней шишечки, либо начать вот с этого момента, с нашего отверстия. Мы заводим крючок и вытягиваем петельку. Вот так. Либо мы отступаем на шаг назад и вставляем крючок в нашу последнюю шишечку в этом ряду. Вот так. И провязываем столбик. Дальше мы вяжем шишечку. И смотрите, вот здесь очень важный момент. Неважно, что у вас там идет по рисунку, шишечка или обычный столбик, мы провязываем здесь обычный столбик, потому что шишечку вам ну просто некуда будет провязывать. Заводим крючок вот таким вот образом, полностью в нашу дырочку и провязываем столбик без накида. Вот так. Вот этот хвостик у нас немножко будет распускаться, ничего страшного, потом при закрытии следующего ряда все подтянется. И продолжаем вязать по рисунку. Итак, смотрите, мы подошли к тому самому моменту, где у нас вот здесь, над вот этой вот воздушной петлей должна идти шишечка. Ничего здесь не делаем, мы просто провязываем, как я уже и сказала, обычные столбики. То есть мы провязали столбик над шишечкой предыдущего ряда, далее завели крючок в отверстие, провязали еще один столбик и следующий столбик вяжем над шишечкой следующий. Вот что у вас должно получиться. Вот так это будет выглядеть в итоге. Дальше в следующем ряду вы вяжете по рисунку, то есть не обращая внимания на вот эти вот столбики, которые идут у нас над отверстиями. То есть вы вяжете в шахматном порядке. Точно так же идете. Если у вас здесь столбик получается с шишечкой, вы вяжете обычный столбик. Если вот здесь вот идет обычный столбик, на него вяжете шишечку. Дальше вот здесь у нас идет обычный столбик, но по рисунку у нас тоже обычный столбик. Не бойтесь, провязывайте этот обычный столбик.
Можете провязать 3 шишечки подряд, то есть здесь уже все будет зависеть от вашей фантазии. Там, в принципе, этого видно сильно не будет. Так, 23 ряда связаны. И смотрите, что мы делаем дальше. Дальше мы будем закрывать наше вязание соединительными столбиками. И прежде чем мы приступим, я хочу вам показать два варианта вот этих вот соединений. То есть вот видите, у нас над отверстием получилась шишечка, а вот здесь у нас над отверстием был вот такой вот столбик. И по рисунку мы продолжили просто вязать. И я единственное, что сделала, я вязала не за вершину столбика, а в середину. То есть я расколола свою галочку пополам и вставила крючок в середину. Таким образом у меня здесь получилось такое плотное вязание. И теперь смотрите, что мы делаем дальше. Закрыли ряд хвостиком, подтянули, все поправили, вставляем крючок, как обычно, вытягиваем петлю, но не провязываем. Далее вставляем крючок в следующее отверстие, то есть в следующую вершину. Вот видите, у нас отсюда выходит рабочая нить, и вот здесь следующая вершина. Захватываем нить. У нас 2 петли на крючке, и мы вот эту, которую вытянули только что, протягиваем через предыдущую петлю. Вот такой вот у нас соединительный столбик получается. Далее точно так же под следующую вершину мы вставляем крючок, смотрим, видите, отсюда у нас выходит рабочая нить, следующая вершина. Захватываем нить. 2 петли на крючке, и вот эту, которую только что мы вытащили, протягиваем через предыдущую. У нас получаются вот такие вот красивые косички. Еще раз вытянули, протянули под вершину, вытянули и протянули. Вот такая вот красота у нас получается. Таким образом мы провязываем с вами до конца ряда. Ну что, я довязала до конца ряда. Теперь нам нужно как-то соединить наши столбики соединительные. И теперь смотрите, рабочую нить мы с вами обрезаем. Она нам больше не нужна. И вытягиваем хвостик от рабочей нити. Вот что у нас получается. Далее вот он наш самый первый соединительный столбик. Под него снизу вверх мы вставляем крючок и захватываем наш хвостик, вытягивая его вниз. Вот так. Вот такая полупетля у нас получилась. Теперь с обратной стороны, вот он наш последний столбик, мы вставляем крючок под вершину, но таким образом, чтобы он у нас вышел в середине нашей последней соединительной петли, то есть соединительного столбика. Захватываем наш хвостик и тянем его на изнаночную сторону. Все это дело хорошенько поправляем, выравниваем. И вот такое вот красивое у нас завершение ряда получилось. Теперь нам нужно связать вот эти вот хвостики. Хвостик от рабочей нити и хвостик для закрытия ряда. И спрятать наши хвостики в вязание. То есть здесь, в принципе, все просто. Прячем мы их за задние стеночки наших петель. Дальше нам нужно отпарить нашу сумку, нашу торбу. Очень хорошо отпарить, пропарить. Прям я бы даже так сказала. Выпрямить, взять и потянуть. Вот так вот вставить руки в нашу сумку. И потянуть в разные стороны, чтобы каждая петля у нас встала на место. Потом можно сделать так. Вставляем руку в сумку, придерживаем дно и подтягиваем наши стеночки кверху. Таким образом наши петельки все выровнятся, встанут на место. Где надо, вытянется все наше вязание. Так, я отпарила свою сумку, теперь будем надевать фурнитуру. Первое — это утяжка. Здесь, в принципе, ничего сложного. С лицевой стороны мы вставляем в одно из отверстий нашу утяжку и тянем. Дальше находим следующее отверстие и вставляем нашу утяжку. Вот так. Дальше нам нужно вставить кольца-карабины. Серебряные я так и не нашла, в магазинах не было таких больших размеров, а маленькие у меня и так есть. В общем, вот здесь, смотрите, по бокам, где у нас идет утяжка, мы вставляем наши кольца прямо под ней. Вот так. То есть вот идет утяжка, и прям под ней мы поставили кольцо. Дальше с обратной стороны. Вот идет наша утяжка. И прям под ней вставляем кольцо. Вот так. Вот что у нас получилось. Теперь на кольца надеваем ручку. Вот так. И вот так. Смотрите, чтобы она не перекрутилась. Вот как это у нас будет выглядеть. И также на эти кольца мы надеваем нашу цепочку.
Вот так. Вот такая красота у нас получается. Теперь затягиваем утяжку. И наша сумка готова. Ну, такая красота у нас с вами получилась. Я надеюсь, в кадр она помещается. Вот так. Также сюда можно сделать подклад. Но я, допустим, не люблю подклады. Вы уже смотрите на свое усмотрение. И, в принципе, наша сумка готова. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Я на все отвечу и помогу вам связать, если что. До новых встреч и пока-пока!